НАП это не какой-то тоже расплывчатый там общий принцип, который охватывает все. Вот. А мы можем сказать, ну, что-то говорить о НАПе, когда мы имеем конкретный акт, который мы подразумеваем как агрессию. Вот. И тогда мы, значит, смотрим, ага, вот он залез, значит, ко мне на участок и там украл у меня, значит, мешок картошки. Нарушил, как бы он или нет? Понятно, что нарушил, да? А если мы говорим, что, значит, там вместо Гитлера избрали, например, какого-то, ну, менее кровожадного, значит, чувака, вот, то здесь как бы слишком много, во-первых, предположений, вот, во-вторых, сфера условного Гитлера охватывает столько много разных вариантов как развития событий, так и его действий в рамках этих событий, что сказать что-то конкретное, а где именно был тогда нарушено, понимаете? Да, мы говорим, что государство – это организация институциональной агрессии, безусловно, это так. Вот. И если человек, который, но опять-таки агрессия может быть разных масштабов, да, то есть если один человек как бы проводит эту агрессию в меньших масштабах, чем другой, опять-таки в разных случаях, да, ну, к примеру, вот Гитлер, и вот он делал вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это, и вот во всех этих случаях был нарушен НАП. А представим, что вместо Гитлера там не Тельман даже, а какой-нибудь там либерал, да, и он только здесь и здесь и здесь нарушал НАП, а во всех остальных не нарушал. Если у человека есть возможность между двумя этими событиями выбрать, спрашивается, почему он не должен. То есть в любом случае второй человек как бы в меньшей степени нарушал НАП, чем первый. Вот. То есть он в любом случае меньше делал зла, чем Гитлер. А когда мы говорим меньшее зло, то подразумевается, что у нас есть опция вообще отказаться от зла. А вот вы дураки, вы, значит, выбираете меньшее зло, а вот оно ж, вот надо же просто отказаться и все. Или там не ходить на выборы и все. Вот. Но на самом деле такой опции у нас нет. Да? То есть, когда идет разговор о том, будете ли вы сидеть в лагере, в ГУЛАГе, или будете ли вы сидеть там в теплой шведской тюрьме, и это и есть возможность как бы, выбрать голосование, то говорить людям, которые такое голосование проводят, что они там предали какие-то идеалы и не хотят свободы, глупо. Вот, потому что вопроса о свободе просто нет. Понимаете? Они не голосуют за свой. Вот у них еще, то есть подразумевается, что у них еще есть еще третья кнопочка, которую надо нажать, и все типа выйдут на волю. Нет. У них есть либо сидеть в ГУЛАГе, либо, значит, вот туда. Да, безусловно, что это, там, можно сказать, что это укрепляет там, власть, все равно замылить. Безусловно, это так. Да. И с этим тоже надо согласиться. Это правда. Это правда, что выбор из двух зол в этом смысле плох. Безусловно, потому что зло все равно остается агрессия. Но больше или меньше оно имеет значение для конкретных людей. Вот в чем дело. Для конкретных людей оно имеет очень большое значение. А если, то есть я называю эту позицию такую как бы большевизмом, да, когда вот принцип НАПа распространяется туда, где вообще не ясно, что там происходит. Вот. То есть это такой большевизм своего рода. Вот. То есть я не большевик, я за то, чтобы людям было лучше по возможности там, где они могут это улучшение достичь. Да, понятно, что если есть возможность у вас ликвидировать мнение государства, надо и воспользоваться, но если такой возможности нет, то любое улучшение жизни, даже в рамках этого государства, любое уменьшение агрессии, это есть хорошо. Это безусловно так. И вы тогда никогда не... Ну, то есть тогда, если мы будем большевистской позиции придерживаться, да, то мы должны похоронить либертарианство, потому что с вами никто из реальных людей, ни идеалистов, ни большевиков не согласится. Потому что для человека важно реальное улучшение, которое он может получить, а не какие-то абстрактные принципы. То есть надо понимать, где границы этих абстрактных принципов, понимаете? Где их границы. То есть либо мы всегда должны, значит, говорить, что да, из этого ничего не выйдет, потому что государство там, к примеру, не исчезнет после этого, но и не исчезнет, да, но, допустим, Милей там сокращает государство, хорошо это или плохо? Саакашвили сокращал государство, хорошо это или плохо? Для либертарианства, я считаю, в любом случае это хорошо. В любом случае. Даже в том смысле, что вы всегда сможете сказать, ну вот смотрите, вот он сокращал, а оно опять наросло. Значит, мы такие были правы, да, то есть говоря о том, что его надо ликвидировать все.
Вот. Но жизнь людей это улучшилась. Там цены на, насколько я знаю, сейчас там на аренду жилья в Аргентине изменились. Инфляцию остановил. Ну вот, молодец. И даже если бы он не провозглашал себя либертарианцем, да, кем угодно бы назвал, социалистом бы называл, понимаете? Но он делал вот эти вещи, которые реально улучшают жизнь людей. Вот, значит он молодец. И делал их не за счет, так сказать, увеличения агрессии, да, а за счет ее сокращения. Потому что раздача хлеба это тоже вроде как для людей. На самом деле нет, да. То есть мы понимаем, что чтобы раздать хлеб, надо где-то его взять. Если он не купил за свои собственные деньги, то значит он у кого-то отобрал. Соответственно, он агрессии сделал больше, да, и такой как бы добродетель уже не добродетель с точки зрения как бы там, нашей. Вот. А когда ты сокращаешь государственные расходы, когда ты уменьшаешь инфляцию, то есть когда ты делаешь это не за счет агрессии, а за счет ее сокращения, приносишь благо людям, то ты в любом случае молодец и заслуживаешь как бы либертарианского одобрения. Вот. Другое дело, что если ты при этом говоришь, что это единственное, что можно сделать, и государство нужно сохранить в любом случае, ну тогда ты ошибаешься, конечно. Потому что либертариан скажет, что этого мало. Да, ты молодец, но этого мало. Вот позиция, как я считаю, которая как бы, с которой должен к этим вещам подходить либертарианец. Но вообще это дело как бы личного выбора. Потому что, еще раз говорю, что сказать, перечислить все возможные случаи, где может быть нарушен НАП, там, допустим, тем же Трампом, да, и как бы поступала, значит, это самое, Харрис, мы не знаем, потому что ее не избрали. Тут опять-таки сравнить даже нельзя. Это все будут гипотезы, понимаете, и домыслы. Вот. Но, скорее всего, она поступала бы так, да. И поэтому мы пошли и проголосовали, потому что мы считаем, что это случай критичный. Безусловно, это выгодно системе, потому что она таким образом поддерживается. Да, она запускает нас в это белочье колесо. Да. Но вопрос-то не в том, что вы ходите и голосуете. Вопрос в том, а знаете ли вы о том, что это колесо существует? Понимаете? Да, оно вроде как вас поймало там, и вы пошли там, и свой вклад внесли в то, что вы, значит, эта система и дальше существовала. Но если вы знаете о ее существовании, то это ничего не меняет, это не дает на самом деле никакой особой власти над вами. А власть дает над вами тогда, когда вы думаете, что это единственный путь, это единственный способ, и что белочьего колеса нет, и что система не использует выборы в своих интересах. Понимаете? Потому что, да, здесь вы поступили вроде бы так, как выгодно системе, но это зная о том, что она есть, зная о том, как она устроена, у вас все равно развязаны руки, и вы поступите в другой раз, в других местах, может быть, ну, не связанных с выборами, там еще какие-нибудь вещи, поступите, исходя из этого знания. Ну, вот. А выборы, ну и выборы, они бы все равно состоялись, и все равно бы из них кто-то выиграл. Поэтому тут я считаю, что цепляться к этим моментам абсолютно бессмысленно. Это пустая трата времени. Надо сказать, что просто что выборы это там участие в выборах это личное дело каждого, потому что каждый по-разному будет оценивать перспективы предполагаемых нарушений НАПа как бы одним кандидатом, так сказать, на пост президента и другим. Для кого-то, может быть, Трамп там неприемлем, да, он тоже считает себя там либертарианцем, к примеру. Вот, и он даже, может быть, у него какие-то там аргументы могут быть на эту тему. Вот. Просто этот вопрос, опять-таки, он очень трудно разрешим, да, то есть в отличие от кражи картошки, ну, вот, здесь одни предположения, допуски, и то есть ну, как бы мы просто считаем, что Трамп лучше, чем Камала, потому что это уже массовая гипотеза, да, то есть ее принимают как бы большинство. Ну, вот, и есть опыт Трампа, есть опыт Байдена-Камала, и вот мы делаем такой вывод. Вот. Но в любом случае это гипотеза, она стоит, то есть это гипотеза. Как мы можем на этом основании, потому что говорить, вот украл бы он у меня картошку или нет. Да, чувак с репутацией, значит, вора картошки, он, безусловно, как бы, скорее всего, что украл. Но может быть и нет. Понимаете, в чем дело? И сделать какой-то вывод о том, что я какой-то принцип нарушаю вот в этих вот своих рассуждениях, нельзя. Потому что события нет. О чем мы говорим? То есть НАП – это правовой принцип, да, а право, оно оперирует как бы событиями, а не гипотезами. То есть гипотезы могут использоваться потом, когда у нас там судебные процессы и так далее, когда там мы изучаем мотивы, ну вот. Но вообще говоря, это правовой принцип.
А мы не имеем тут дела пока что ни с каким событием. Вот. Мы можем потом составить себе табличку. В случае нарушения НАПа, значит, Байденом, в случае нарушения НАПа Трампом, сравнивать их с друг с другом и говорить, что хуже, что лучше, там, и так далее, а стоило ли вообще в этом, так сказать, участвовать. Вот. То есть это, еще раз, для меня этот вопрос не имеет значения на самом деле, не имеет. Вот. То есть никакого нарушения НАПа, точно, да, что можно сказать, что никакого нарушения НАПа нет в том, что либертарианец ходит на выборы. Вот. Я даже больше скажу, что никакого нарушения НАПа нет в том, что тот же Уолтер Блок работает профессором в государственном университете. Понимаете? Вот. Потому что у нас тут не остается никакого метода как бы сравнения, кроме, опять-таки, значит, гипотез. Вот. И мы предполагаем просто, что работая в этом университете, он, значит, проповедуя анархизм, приносит гораздо больше пользы, чем вреда за счет того, что он получает там деньги из налогов, значит, налогоплательщиков. Вот. Но опять-таки это все относительно, это все так или иначе, условно говоря, остается на совести. Да, то есть на разумении каждого по этому поводу, потому что, еще раз говорю, правового события нет. Соответственно, о НАПе, который является правовым принципом, мы говорить здесь как таковом не можем. Ни в случае вашего голосования, ни в случае действий предполагаемых там, избранных, неизбранных там, кандидатов в президенты.